Здравствуйте, друзья! Сегодня мы немного прогуляемся по нашему селу, чтобы вы лучше представляли нашу жизнь. А также я расскажу вам про интернет, покажу, какие магазины в селе и какое у нас транспортное сообщение. А также увидим стадион и отель. Итак, в путь. Мы идем по улице, на которой достаточно много живет русскоговорящих семей. Но вот это вот дом болгар. Заглянем сейчас, посмотрим на их курочек. Это пожилая семейная пара, муж с женой, очень приятные, милые люди. Напротив живут русские в этом домике. Вот следующий дом справа. Это тоже из России. С левой стороны дом болгар. Они тут не живут постоянно, а приезжают в летние месяцы, как на дачу. Следующий дом – это тот, который на продажу, я вам уже показывала. Ну, а сейчас мы заворачиваем к центру села. Это вот центральная улица. В центре села находится почта, два магазина, библиотека, автобусная остановка и кметство, самое главное. Кметство – это там, где сидит руководство нашего села. Вот с левой стороны сейчас вы увидите почту. Она работает ежедневно в будни. Это наша библиотека. Библиотека в болгарских селах – это скорее не только библиотека, а такой клуб. Это площадь центральная. Здесь проводят обычно все праздничные мероприятия. В этом здании находится кметство на втором этаже, магазин и кабинет врача. Вон там вдалеке второй магазин. А там вот зелененькая автобусная остановка. Несколько раз в день в село приезжает маршрутка и везет в Карнобат. Это ближайший город. Он находится в 28 километрах от села. Но я на этой маршрутке ездила всего один раз, потому что всегда можно с кем-нибудь договориться, кто едет на своей машине, чтобы взяли с собой. Это намного удобнее и не дороже. А в 4 километрах от села проходит железная дорога, и есть станция железнодорожная, называется станция Подвис. То, что станция находится не в самом селе, а в 4 километрах, может показаться, что это минус, но на самом деле это плюс. Потому что в деревнях, где есть железнодорожная станция прямо в самой деревне, всегда живет много цыган. Потому что железнодорожное сообщение в Болгарии самое дешевое, а у цыган мало у кого есть машины, и они передвигаются в основном на поездах, ну или на своих тележках. Но тележки тоже есть далеко не у всех. Поэтому то, что наша деревня, наше село находится не совсем рядом с железнодорожной станцией, это плюс. Цыган у нас в селе совсем мало. Сейчас мы идем в верхнюю часть села.
Там я покажу вам отель действующий и сломанный, стадион и красивый вид. А возвращаясь к вопросу про интернет, могу сказать, что интернет в селе хороший. Есть кабельный интернет, есть некабельный. Ну, сейчас, насколько я знаю, все пользуются кабельным интернетом. Стоимость, значит, самая низкая скорость 20 лев в месяц, средняя скорость 25 лев в месяц и самая высокая за 30 лев в месяц. В основном все пользуются средней скоростью. Сейчас мы с вами поднялись за село и идем в направлении старого отеля. Этот отель раньше, когда он был рабочий, видимо, был очень хороший, потому что тут место живописное, сверху прекрасный вид. Но я думаю, что он был построен без разрешения в лесной зоне, и поэтому его запретили использовать. И с тех пор вот стоит вот такое полуразрушенное здание. Сейчас мы немножко спустимся вниз, и я покажу, какой вид отсюда открывается. Думаю, мы увидим наше водохранилище, черешневый сад. За селом есть старый черешневый сад. Раньше он был, наверное, государственный, а сейчас он общий. Деревья там, правда, очень старые, но черешни много. Вот внизу он там находится. А там вот дальше виден Изавир, водохранилище. Вот такой вид открывается отсюда. А сейчас мы пойдем с вами в сторону действующего отеля. Не могу сказать, что отель роскошный. Внутри я была, мне совсем не понравилось. Достаточно бедно и неухоженно. Ну, ничего удивительного, потому что отель большой, работников там, по-моему, работает один человек, и все. Я бы остановилась в таком отеле только в случае самой крайней необходимости. Ну, сюда приезжают охотники в летнее-осеннее время, рыболовы, и они останавливаются именно в этом отеле. Сейчас мы с вами идем на стадион. Стадион, к сожалению, тоже очень уже старый и разрушенный. А раньше тут было достаточно хорошее футбольное поле, баскетбольная площадка. Ну, сейчас здесь можно поиграть в бадминтон, побегать или погонять мяч. А сейчас мы поднимемся на горку, чтобы сверху посмотреть на наше село.
А еще выше будет лес сосновый. В нем водятся дикие кабаны, шакалы, лисы, волки. Вот так выглядит наше село сверху. Мне тут написали в комментарии, что село непроездное находится в тупике. Да, это так. И именно это огромный плюс. Все села, которые проездные, во-первых, там нет свежего воздуха. Там ездят машины постоянно, и воздух уже не тот, что у нас. У нас тут совершенно другой воздух. Ну и, как я уже говорила, все проездные села более насыщены цыганами. У нас их мало. Поэтому хочу вам сказать, если вы ищете себе дом в Болгарии, старайтесь выбирать села именно те, которые находятся в стороне от проезжих дорог. И тем более от железнодорожных станций. Там будет намного спокойнее и экологичнее. Это не обязательно может быть подвес. Таких сел достаточно много. Конечно, туда будет и вам сложно добираться, но там намного спокойнее и чище. А теперь мы пойдем в наш магазин. Как я уже говорила, магазинов у нас 2. Но ассортимент примерно одинаковый. Есть все самое необходимое. Вот такое у нас село. Тихое и спокойное. В будни людей на улицах не очень много, тем более, когда прохладно. А на этом сегодня все. Всего доброго. Пока.